Что делать на улице или как интересно отдохнуть? Зачем сидеть дома, если все самое интересное находится за его пределами? Почему бы не позволить себе спонтанно выбраться из дома, чтобы отправиться навстречу новому и неизведанному? Не только коты гуляют по улицам, но и люди, расслабленные, красивые, позитивные и счастливые, направляясь к новым эмоциям, непосещенным местам и незабываемым впечатлениям. Что такого придумать интересного, сумасшедшего и клевого, чтобы здорово провести свое время? Мы составили список увлекательных вещей, которыми можно и нужно заняться на улице с друзьями или второй половинкой, а может и в гордом одиночестве, ведь это отличная возможность познакомиться с кем-то или просто получить удовольствие от потрясающей прогулки. Жизнь должна быть немного непредсказуемой и сумасшедшей, иначе жить станет совсем скучно и неинтересно. Гулять можно в любое время суток и в любом месте. Французский писатель Виктор Гюго считал, что утренней прогулки таится больше радости, когда, как немецкая писательница Корнелия Функе, выбирала бродить тихими и таинственными ночами. Русский писатель Мацуо Монро давал рекомендации. Если гуляешь безо всякой цели, гуляй там, где красиво. Советский писатель Сергей Лукьяненко утверждал, что прогулка по городу – это одно из самых приятных на свете занятий. Что делать на улице? Сейчас расскажем. А пока подписывайся на канал, чтобы не упустить ничего интересного. Первое. Гулять по городу. Что такое гулять? Как говорил персонаж одного сериала, гулять значит отталкиваться ногами от земли и рассекать личиком воздух. Ты можешь бродить по улочкам, заглядывать в интересные места, исследовать неизведанные маршруты, любоваться достопримечательностью, наслаждаться атмосферой городской урбанистики. Хорошо пройтись с музыкой в наушниках, как делал герой фильма «Брат» Данила Багров, бродить по улицам, улыбаться прохожим, делать красивые кадры в стиле стрит-фотографии, заглянуть на блошиный рынок или кормить уличных котов, либо сидеть в открытом кафе, зависнуть в тусовочном переулке, заговорить с незнакомым человеком, слушать мелодии уличных музыкантов или делать селфи в каком-то красивом месте. Гулять по городу всегда интересно, ведь это отличная возможность просто развеяться. Второе. Кататься по городу за его пределами. Пожалуй, одним из наших любимых детских увлечений будет езда на велосипеде, самокате, роликах, скейте, коньках. Почему во взрослом мире мы перестаем этим заниматься, ведь это в десятки раз веселее, чем просто сидеть дома, смотря в телефон или телевизор. Оглянись вокруг и обрати внимание, как много на улице улыбающихся велосипедистов или самокатчиков. Поездка – это отличная возможность промчаться с ветерком, получить удовольствие от физической нагрузки, созерцать красивый пейзаж вокруг, наслаждаться порывами ветра в лицо и просто отдаться на волю позитивных эмоций. Третье. Заняться любимым хобби на улице. Мы привыкли считать, что хобби обычно занимаются исключительно дома, но пришла пора развеять этот миф. Читать книгу где-то на лавочке в парке или сидя на набережной очень приятно. Можно заняться рисованием на холсте или планшете, выбрав красивую точку города, снимать ролики для YouTube или ВКонтакте, чтобы стать будущим известным блогером, писать стихотворения или рассказы, играть на гитаре или губной гармошке, вышивать крестиком или мастерить что-то, проявляя творческие черты своего характера, закидывать поисковый магнит в воду местных рек, запускать воздушного змея, может придумать что-то свое уникальное. В мире сотни еще не опробованных хобби, которые могут увлечь тебя, подарить много счастливых моментов и познакомить с единомышленниками. Четвертое. Активный отдых или спорт. На маршруте работа-дом, либо учеба-дом нам сильно не хватает активного образа жизни. Будет отличной идеей выбраться на улицу, чтобы заняться каким-то активным отдыхом и напомнить себе о том, что ты еще молод, полон сил и есть еще порох в пороховницах. Кидать баскетбольный мяч в кольцо или сразиться с другими игроками на площадке, пинать футбольный мяч, играть в волейбол, сразиться в теннис, бросать фрисби, резаться в бадминтон, устроить пробежку в живописном парке, попробовать йогу на природе, заняться воркаутом или увлечься геокэшингом. Это отличные активные виды отдыха, которые помогут размяться, а также познакомиться с любителями активного образа жизни, фитоняшками и спортсменами. Активный отдых – это увлечение не столько для молодых телом, как для молодых душой. Пятое. Природа, пикник или маевка. Трапеза на природе называется пикником. Отличной идеей будет выбраться на природу в парк, берег реки, лес или пляж, прихватив с собой немного еды. Это прекрасная возможность взять с собой семью, друзей или вторую половинку, либо насладиться одиночеством, чтобы немного отдохнуть, релаксировать и расслабиться. Все еще не понял, что такое маевка? Так обычно назывались пикники в СССР, когда праздники, гулянки, семейные вылазки и дружеские встречи были приурочены к майским праздникам. Кроме пикника можно просто выбраться на природу, устроить поход или насладиться красотой природы. На природе можно любоваться закатом, рассветом или звездами, либо греться на солнышке, смотреть на облака, рыбачить, думать о своем, мечтать или просто бездельничать. Шестое. Водный отдых. Испокон веков все города, деревни и поселения строились преимущественно у воды, как артерии жизни. Нас всех подсознательно тянет ближе к воде, чтобы насладиться красотой ее глади или бушующих волн, сидя на берегу. Это прекрасная возможность покормить живность – чаек, уток, лебедей или рыб. В теплое время года неплохо искупаться в ее водах и нырнуть в глубины, позагорать на песчаном пляже, подставляя свое тело лучам солнца.
Отличной идеей будет воспользоваться различными водными видами транспорта. Взяв на прокат катамаран, лодку, сапсерфинг, байдарку или попрокатиться на теплоходе или яхте, водные брызги позволяют почувствовать себя немного викингом или пиратом, а также ощутить немного более свободным от суеты будних дней. Чувствуешь это слабое уловимое ощущение восторга и счастья? Это и есть настоящая жизнь, а не душный офис, домашний диван и бытовая рутина. Что делать на улице? На улице существует миллион способов провести время. Все ограничивается лишь твоим желанием, фантазией, сумасшествием характера. Говорят, что гулять по улицам веселее, если держать кого-то за руку, ну, одному тоже неплохо, если честно. Город и его цветные огни на улице всегда манят, ведь это море многообещающих приключений, знакомств и новых открытий. А чем ты любишь заниматься на улице? Подписывайся на канал и поставь лайк, если тебе понравилось. А если не очень понравилось, то тоже поставь лайк, чтобы нас мотивировать делать лучше.